Думаю, что ни для кого не будет откровением тот факт, что этим летом пройдет чемпионат Европы среди национальных команд, а это означает, что после завершения клубного сезона в eFootball будет на что посмотреть. Так сказать, клубный футбол закончится на непродолжительное время, а футбол национальных сборных в свою очередь начнется. И в связи с этим возникает вопрос, какой же контент нам ожидать в преддверии чемпионата Европы 2024 года. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS, и давайте сегодня это дело обсудим поподробнее. Что же нам ждать от потенциального обновления с чемпионатом Европы и в целом, что из себя будет представлять. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну и про наши соцсети не забывайте, ссылки на них присутствуют в описании. Сегодняшнее рассуждение касаемо потенциального обновления с национальными сборными, с чемпионатом Европы, мы будем строить не как это обычно на новостях от Гальвания, а в свою очередь от мейкера Durandil PES, который активно шерстит файлы игры, находит что-то интересное и так или иначе также имеет свое мнение по поводу того или иного контента. Именно по его словам, предстоящее обновление до версии 3.6.0 может привнести тот самый контент национальных сборных и стать последним для eFootball 2024 перед потенциальным релизом 25-й части с новым сезоном. По словам мейкера, скорее всего, с этим обновлением будет добавлен в игру отдельный ивент, как был в свое время с чемпионатом мира, когда Konami предлагали нам принять участие в фейковом мундиале против искусственного интеллекта. И по словам мейкера, нас, скорее всего, будет ожидать нечто подобное. Тот же самый фейковый турнир, те же самые национальные сборные, и все это будет представлять из себя матчи против искусственного интеллекта. Также Durandil PES упоминает, что, скорее всего, будут присутствовать все сборные, которые так или иначе, но участвуют в чемпионате Европы. Да и, в принципе, с лицензиями на национальные сборные у Konami как таковых проблем нет. А поэтому велика вероятность того, что все сборные участницы Евро 2024 действительно будут представлены в плюс-минус реальном виде, с реальным подбором игроков, с настоящими формами и прочими моментами, только без лицензии самого чемпионата Европы. Если кто-то не понимает, почему не будет лицензии на чемпионат Европы, как это было в PES 2016, в PES 2020 и в 2021 части, то все дело в том, что эту лицензию именно в этом году забрали Electronic Arts для своей FK24, и этим летом также в этой игре планируется отдельное DLC, которое также будет посвящено этому национальному турниру. По сути, для канадской студии это возвращение турнира спустя где-то лет 12, наверное, если я не ошибаюсь, поскольку последний чемпионат Европы, который они лицензировали в своей игре, был чемпионат Европы 2012 года, который прошел в Польше и в Украине. И с того момента лицензия прочно закрепилась за Konami. Сначала в 16 части, потом в 20 и 21 частях. Однако в случае с eFootball эта лицензия, к сожалению, за ними не закрепилась. Поэтому, если нас ожидает обширная кампания, которая была в свое время с чемпионатом мира, то, скорее всего, она точно так же будет представлена именно что в фейковом виде. Но те же самые тематические паки, ивенты, возможные кампании и награды, скорее всего, будут нас ожидать. В общем-то, поживем, увидим. Ну а что думаете вы, дорогие друзья, на этот счет? Пишите в комментариях под этим роликом. Что ожидаете от предстоящего обновления до версии 3.6.0 и в целом кампании, посвященной Евро 2024. На сегодня же у меня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока.